Сколько стоят ремонтно-отделочные работы? Нужна ли предоплата? Какие предоставляются гарантии? Как осуществляется закупка материалов? То есть какие вопросы обсудить при первой встрече с подрядчиком при необходимости отремонтировать жилье? Поговорим об этом подробно. Меня зовут Икрам. Все самое важное и интересное. Итак, начнем. К сожалению, достаточно частыми являются ситуации, при которой ремонт жилья затягивается на продолжительное время. Стоимость ремонта существенно возрастает, а объект после приемки не соответствует ожиданиям. Поэтому, чтобы минимизировать возможные проблемы при выполнении работ, стоит заранее обсудить необходимые вопросы, которые следует переговорить при первых же контактах с подрядчиками, так как это определяющий этап взаимодействия, от которого зависит успешность последующих действий. Следовательно, заказчику необходимо иметь отчетливое представление о том, как вести себя при первой встрече с подрядчиками, что именно должно стать предметом разговора в ходе выстраивания деловых отношений. Важным предметом разговора с подрядчиком является стоимость ремонтно-отделочных работ. Поэтому при подготовке к диалогу заказчику следует принимать во внимание, что расчеты производят по фиксированным тарифам за квадратный метр, либо по площади, ориентируясь на отдельные разновидности работ. В данной связи необходимо подчеркнуть, что оценка работ по фиксированному тарифу не является абсолютно точной. Здесь зачастую подрядчики переоценивают работу, что влечет за собой переплату со стороны заказчика. Встречаются и обратные ситуации. Стоимость занижается, чтобы подрядчик смог получить заказ, а в ходе работ требует соответственно доплат. Таким образом, готовясь к разговору с подрядчиком, заказчику оптимально ориентироваться на расчеты работ по площади, либо по отдельным работам. В результате уже с первых контактов с заказчиком подрядчики понимают объем работ и имеют возможность озвучить достоверный срок их выполнения. При первом взаимодействии с подрядчиком важно обсудить вопросы, связанные с предоплатой. Многие подрядчики предпочитают брать предоплату за ремонтно-отделочные работы, потому что это удобный для них подход, но в то же время он несет в себе риски для заказчика, что крайне нежелательно. В данной связи заказчику целесообразно ориентироваться на схему оплаты по факту осуществления работ. Тут в ходе диалога могут быть подчеркнуты положительные аспекты данного шага для обеих сторон. Например, заказчику будет спокойнее, даже если работу не выполнят, либо сделают плохо, он останется при своих деньгах. В свою очередь подрядчику это тоже удобно, поскольку соответствующее чувство беспокойства со стороны заказчика не вносит помехи в рабочий процесс. При первом взаимодействии заказчик может быть впечатлен продемонстрированным подрядчиком портфолио либо большим числом рекомендаций. Однако при решении вопросов об уплате аванса это не должно отвлекать его от правильного выбора схемы оплаты. При первом контакте с подрядчиком следует обсудить предоставляемые гарантии на работы, так как имеет место случаи, когда подрядчики скрывают либо не замечают недостатки. Одно дело, когда при первичной проверке в ходе приемки результаты работ выглядят хорошо. Другое, если спустя короткий период после ремонта по стенам идут трещины, появляются искрения и повышенное нагревание в розетках, трубы протекают и другие недостатки. Если подрядчик не предоставляет гарантии, то заказчик сталкивается с проблемами, связанными с переделкой. Именно поэтому вопрос гарантии является весьма значимым предметом первого диалога с подрядчиком, что следует особо отметить. Важный вопрос, который следует обсудить с подрядчиком при первой встрече, это необходимые материалы для выполнения ремонтных работ, которые могут быть приобретены как заказчиками, так и подрядчиками. Наличие данных опций у подрядчика необходимо выяснить при первом контакте, тем самым заказчик получит цены и сведения о том, какой у него имеется выбор. Здесь наилучший исход – это когда заказчику будут предложены оба варианта, и уже после первого диалога он сможет принять решение в пользу той или иной альтернативы. С целью предупреждения обмана заказчику следует осведомиться в ходе разговора о месте закупки материалов, если их будет поставлять подрядчик. Положительным сигналом послужит то, что материалы будут закупаться в крупном строительном магазине. В данном случае будет обеспечена оперативная проверка стоимости, например, с помощью сайта торговой организации. Если подрядчики осуществляют закупку материалов напрямую у производителей,
или у их дилеров. Это является самым оптимальным вариантом, поскольку речь идет об оптимальной цене и более высоком качестве материала за счет его свежести. Ряд вопросов при первом контакте с подрядчиком носит организационный характер, что целесообразно узнать, имеется ли у подрядчика собственный склад черновых материалов. Это важно, поскольку смеси из данных складов привозят на объект вовремя. Также полезно выяснить при первой встрече, есть ли у подрядчика шоурумы, в которых можно увидеть образцы чистовых материалов, оценить цвет, фактуру и текстуру. Наличие одних лишь фотографий не является оптимальным, поскольку на них из-за качества снимков либо настроек монитора текстуры могут затеряться, а цвет искажаться, то есть не соответствовать действительности. Значимым предметом разговора также при первой встрече с подрядчиком является график работы. В противном случае может возникнуть проблема, связанная с оттягиванием ремонта. Если в ходе переговоров выяснится, что мастера заявляют о своевременном выполнении работ без графика, то это естественно служит поводом задуматься о будущем, потому что велика вероятность систематического сдвигания сроков. Данный вопрос является одним из важнейших сигналов к принятию последующих решений для заказчика, поэтому необходимо осведомиться о том, когда бригада сможет приступить к работе. Как правило, высококвалифицированные частные бригады не могут приступить к ремонту сразу, у них практически всегда присутствуют в работе объекты и будут очереди. Если у подрядчиков мало клиентов, например, их редко рекомендуют, значит здесь очереди не будет, следовательно есть риск нанимать данную бригаду. Это правило не распространяется на ремонтные компании, где в основном есть много бригад. Одни начинают работу на объектах, а другие заканчивают. В связи с этим они имеют возможность осуществить оперативный подбор мастеров и быстро приступить к выполнению ремонтных работ. Но тут не исключается, что даже и в этом случае понадобится минимальный резерв времени, то есть несколько дней. До заключения договора заказчику целесообразно осведомиться о том, где можно увидеть результаты работ потенциального подрядчика, что является лучшим подтверждением опыта. Если доступна демонстрация вживую или посредством видеоматериалов, это оптимальный вариант, потому что доверять исключительно фотографиям не следует, потому что это обусловлено сложностями с установлением их истинного происхождения. Здесь видео способствует большему доверию, чем фотоматериалы, но и видео может оказаться заказным. Поэтому этим записям можно доверять, если на них присутствует персонал компании, их отдельные сотрудники, а сам объект, то есть отремонтированное жилье, продемонстрирован с разных ракурсов. Наконец, еще один вопрос при диалоге с подрядчиком позволит проверить его заинтересованность в результатах труда, а также стремление к удовлетворению пожеланий заказчика. И это вопрос о том, что конкретно подрядчик сможет посоветовать для предполагаемого ремонта именно вашего жилья. Отсутствие каких-либо советов должно насторожить заказчика, что служит индикатором низкой квалификации либо отсутствия заботы о результатах. Таким образом, начальный этап взаимодействия заказчика с подрядчиком и его содержание определяет ход последующего рабочего процесса. Следовательно, вопросы о том, сколько стоит работа, нужна ли предоплата, какие предоставляются гарантии, как осуществляется закупка материалов, когда ремонт может быть начат, где можно ознакомиться с результатами работ. Это все является первоочередными и весьма значимыми с позиции выстраивания дальнейших эффективных правовых отношений. В любом случае решение по всем этим и другим вопросам принимать только вам, и чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правую сторону вопроса. На этом у меня все, до новых встреч!